Я в прямом эфире, поэтому приветствую всех тех, кто будет сегодня вдруг со мной, и тех, кто будет смотреть его в записи. Я сейчас подготавливаю листочек бумаги, прикрепляю его малярным скотчем к планшету и вам немножечко расскажу, что я сегодня хочу нарисовать. Вы, наверное, уже видите. Наверху я поставила другой телефон с фотореференсом. Там можно наблюдать, что я сегодня задумала нарисовать. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый день у кого. У нас сегодня уже, конечно, вечер, как обычно у меня по вечерам. Ламповый такой эфир, потому что днем никак у меня не получается. Да и вечером, в общем-то, редкость это, к сожалению. Вот такой референс. Я уже вам сюда его поставила, чтобы показать, что я вообще рисую. Мне кажется, это удобно. Кто будет со мной рисовать либо онлайн, либо потом в записи, можете этот фотореференс взять тоже на заметку за основу. А вообще хотела вам сказать, что у меня есть группа ВКонтакте, как-то я о ней все забываю сказать. И вот чем она хороша, собственно, тем, что как на Ютубе там есть все мои мастер-классы, все видео, все я загружаю параллельно туда. Но ВКонтакте очень удобно формировать пост, в котором и видео, и фотореференс, и результат. Поэтому я обычно стараюсь там выкладывать и фотореференс, и фотографию того, что у меня получилось в итоге. Поэтому вот и прошлый наш эфир, где я рисовала, чуть не сказала, синицу воробья, он там тоже есть, и там есть фотореференс. Ну, вот такую вот бутылочку хочу сегодня нарисовать. В ней стоит вот такая цветущая ветка, даже две. А выбрала я сегодня для рисования вот такую бумагу. Это целлюлоза, 100% целлюлоза от Малевич. Ее так же, как и большинство своих кисточек, я заказываю на Wildberries. Вот сегодня у меня другой цвет, я попробую с таким порисовать, с моей лампой привычной. Не знаю, надеюсь, что будет все хорошо видно. Здравствуйте, как на ютубе вас найти? Свекла Арт, очень просто, я везде Свекла Арт. Группа ВКонтакте «Живые акварели», тоже Свекла Арт можно поискать. Чем хороша вот эта бумага, мне, по крайней мере, чем она нравится? Тем, что, во-первых, плотность у нее 300 грамм на квадратный метр, у нее белоснежная такая вот, белоснежный цвет, и фактура, даже вот не скажу, на что она похожа, такая слегка ячеистая, но не ярко выражена. В отличие от Боахон, где фактура прям такая очень-очень ярко выраженная, торшон прям такая, то здесь она более лояльна, что ли, более такая гладкая. Какая красота, где? Пока еще ничего нет, пока еще пустой лист. Так что смотрите, я сейчас быстренько прорисую карандашом только бутылочку, ну и, возможно, вот эти вот веточки, потому что цветы я хочу рисовать сразу акварелью. Планирую сегодня сделать очень нежную, еле такую заметную в плане вот цветов акварель, и контрастно показать вот эти темные веточки, ну и бутылочку, возможно, добавив каких-то еще таких более жизнерадостных цветов. Запись будет, конечно, как всегда. Но если никаких форс-мажоров не будет, то, конечно, запись оставлю. Бутылочка. Я просто намечаю сейчас вот ее вверх. Ее низ. Не хочу ее сильно низко спускать, хотя, может быть, и пониже стоит ее сделать. Ну, мне не очень нравится вот совсем такой вытянутый в данном случае лист, поэтому, возможно, потом я после завершения работы его кадрирую. У меня иногда проблемка с рисованием вот таких симметричных объектов, поэтому и здесь надо карандашом мне обязательно это все дело. Ну, вообще так отмеряю, да, ось я построила там от оси в одну сторону и такое же расстояние сюда. Ну, попробую сейчас все-таки так на глазочек сделать. Мне тут в плюс, что ваза, не ваза, вернее, а бутылка, она довольно-таки цилиндрической правильной формы, никакие изгибы рисовать практически не надо, только вверху она слегка скругляется, ну и низ тоже вот здесь вот скругляю. И если что, еще такая хитрость, когда получается не совсем ровно, не совсем так, как хочется,
можно замаскировать цветком, который вот на бутылочку заходит. То есть можно его даже сюда сдвинуть. Так, ну сегодня у меня комментарии не очень хорошо получится читать, поэтому, если что, можно задавать их, я потом пробегусь. Ну и так временно буду поглядывать, если что. И прочитаю, отвечу. Кто со мной хочет сейчас порисовать? Если, кстати, ластик вот какой-то такой новый купила, мне показался он мягкий, потому что куда-то мой ластик делся, вот эта вот клячка, она хорошая, ну такая прям клячка. Мне хотелось ластика. Ну, вполне нормальный оказался. Вот, кто со мной хочет порисовать, работа несложная, на целлюлозе. То есть, когда я беру хлопок, я все-таки подразумеваю более длительную работу, более такую проработанную, какую-то более серьезную. Ну, а сегодня у меня вот такая простенькая будет. Вот эти вот я не буду рисовать веточки, которые вот здесь идут. Они, в принципе, не столь важны. Их, как у меня там рука дрогнет, так они и пойдут. А вот здесь я хочу показать. Здесь у меня будут цветочки-цветочки. А здесь будет одна веточка, вот так вот, темненькая. Она контраст, она будет взгляд притягивать. Поэтому вот ее надо не облажаться, нарисовать нормально. Вторая веточка. И здесь зелень. Тоже, чтобы интереснее была работа, я хочу часть вот этой вот, там какие-то как листики, я сделать ее хочу немножечко расфокусе. То есть за главным планом она будет немножко размытая. Ну все, видите, минимум карандаша. Поэтому расчехляю свою акварель. К сожалению, вот при таком ракурсе камеры не входит ни акварель, ни палитра практически, ну, как уж есть. Кисточки. И начинаю сразу же. Так, вот я издалека посмотрела, вот я здесь уже вижу, скосила. Надо немножечко поправить. Есть у меня такая беда. Вымерять мне лень. И поэтому у меня потом обнаруживаются такие косячки. Поближе, наверное, сюда. Пусть будет так уже. Все, начинаю с чего я? Наверное, начну... Да, наверное, с цветов начну. Да, с цветочков начну, а потом пойду постепенно в более проработанные моменты, потому что цветы, они прозрачные. Я их сделаю розоватые, потом внедрю вот эти темные, видите, такие серединки. А тычинки, я не буду с ними заморачиваться, с этими всеми пестиками, тычинками. Я их потом прорисую, если будет видно, беленьким, либо гуашью, либо белой гелевой ручкой. Так что я приготавливаю кисточки, какими бы мне сегодня поработать. Можно поработать, так, они маленькие, значит, можно поработать вот такой, например, кисточкой. В прошлый раз я ее не рисовала, это кисточка от Рублев, тоже хорошая, мне нравится. Мне очень, конечно, нравятся вот эти последние мои кировские, что я покупала, но у них довольно длинноватый пучок и более тонкий. То есть, если сравнить даже с вот этой кисточкой от Рублев, видите, он длинный и тонкий. Поэтому мне, наверное, сегодня вот это больше подойдет. Хотя и это пусть будет наготове. Так. Прозрачно, легко и просто. Что еще, какой вот тут вот мне момент понравился. Некоторые цветочки, они прям настолько прозрачно-розовые, что их придется практически оставлять не затонированными, но тогда немного их выделить за счет фона. Придется кое-где делать фон. Поэтому для фона мне понадобится какая-нибудь широкая кисточка, либо круглая, но вот побольше что-нибудь, да, вот такой. Вот это, кстати, от Малевич. Тоже кисточка неплохая. Поэтому у меня на готове будет сразу чистая. Главное, чтобы она была чистая. Это бывает, что акварель там где-то в корешке впадает, и потом некрасивый сюрприз. Чат закрывает рисунок. А нажмите на экран, и чат пропадет. Так, ну что ж, обычно я карминовой работаю, но сегодня я решила взять за основу розовой. Хотя розового почти не будет особо-то видно. Хотя нет, давайте карминовую возьму. Она более теплая. А вот это розовый хинокридон, это все невская палитра, он идет больше в сторону синеватого. А кармин, он такой
ближе к красненькому, что ли, как будто там чуть-чуть добавлено кадмия желтого. Кстати говоря, кадмия желтого я чуть-чуть добавлю, чтобы у меня прям вот такой вот цвет был. Вот такой. Бумага отвратительная, видите, как она идет такими катышками. Это Кройтер бумага. Я как-то много уже лет назад взяла несколько папок, и они у меня теперь лежат бесхозные, и вообще не знаю, куда их девать. Какие цвета акварели понадобятся? Понадобится карминовая, розовый хинокридон, зеленая. Это все Невская палитра, зеленая так называется, зеленая. Так. Возможно, да, желтенькая, кадмий желтый, сепия. И я хочу вот как вот такую фишечку сюда добавить немного бирюзовой. Прямо мне вот что-то вот так захотелось сегодня, хотя на референсе бирюзовой нет. Можно, у меня нет бирюзовой, кстати, акварели, можно использовать вот такой вот голубой цвет. Он в Невской палитре так и называется, голубая. Мне очень нравится. Так, ну что ж, розовая, очень прозрачная. И начинаю показывать, где у меня будут мои цветочки. Не забываем, что сегодня это у нас целлюлоза. Сохнет она быстро. Ну, в отличие от балахонга, она немножко по-другому себя ведет. Чтобы интереснее было, по ходу дела, я в мою розовую добавляю желтенького. И где-то мои цветочки уходят в желтоватый. Это будет интересно. Хотя там этого, может быть, и на референсе не видно. Ну хорошо, когда они будут уходить то в сторону желтенького, то в сторону синего. То есть, кстати говоря, можно взять еще ультрамарин. Ну или голубую, но я бы лучше ультрамарин взяла, потому что с карминовой ультрамарин дружит как-то лучше. Вот здесь я возьму розовый хинокридон. Видите, он насколько такого свекольного цвета, можно так сказать. Но он более холодный, там как будто бы больше синевы. И попробую, вот пока это все дело у меня влажное. Так, тряпочка моя, видите, как побежала сразу сильно. Я сразу по ходу дела серединку показываю. Сейчас у меня зрение плохое, издалека мне вообще видно плохо, и я вижу полуразмыто, поэтому мне это на руку. Я вижу сейчас пятнами, я пятнами рисую, я не выделываю там какие-то тычиночки, какие-то ворсиночки. Это я буду делать, когда уже все просохнет. Те цветочки, которые я хотела сделать почти белыми, их можно сделать почти белыми. То есть вот только чтобы мне видно было, что это цветы. Потом фоном это все обойдется и будет интересный эффект. Вот такой вот, что там прям вообще у меня супер прозрачные, супер белые цветы. Здесь у нас какие-то более внятные бутоны. Прямо карминовые беру. Их показываю. Такие они там, целый пучок. Желтенькой по ходу добавляю. Где-то они вообще в сторону желтой уходят. Где-то они у меня почти чисто розовые. Где-то можно почти их и размыть. Там их пучок. И где-то еще еле заметный, там на заднем плане, пусть будет цветочек. Может, я, конечно, слишком близко ушла к краю листа, но я говорю, что потом можно вот здесь кадрировать. Мне вот этот лист кажется слишком вытянутый. Можно сразу же, так, если я сразу же пойду на стебельки, мне потом фон не проработать, наверное, будет. Ну, давайте попробуем. Давайте сразу возьмем зеленую. Это тоже у нас Невская палитра. В зеленую добавим капельку кармина. У нас всегда красный глушит зеленый. И получится такой невнятный зеленый цвет, почти что серый. Тоже его мы можем варьировать. Для чего я это сейчас делаю? Для того, чтобы пока у меня бутоны влажные, у меня в бутончике ушли вот эти вот ножки. Единственное, что фон, конечно, я потом не сделаю, поэтому я это дело пока оставлю. Все, в общем-то, можно сюда добавить еще что-то вот такое. Оно уже, видите, высохло. Можно вот так чуть-чуть размыть.
Что еще надо? Нет, я думаю, сюда больше пока ничего не надо. Вот здесь тоже можно показать легкие такие вот. Прям я отпечатком кисти, видите, делаю. Даже не прорисовываю, зачем мне это надо. Синтетическая, да, конечно, можно. Я вот часто ей работаю. Но синтетической кистью, прям тряпочка или салфетка обязательно. Она прям очень сильно будет у вас каплями отдавать краску. Тоже, опять же, хорошая синтетика. Мне нравится у Малевич. У синтетика у них прям вот эта серия Энди мне очень нравится. Я ей часто рисую и не нарадуюсь. Желтенького чуть-чуть можно сюда опустить. Так. Еще здесь у нас будет цветочек. Тоже, видите, как прозрачно. То, что их почти не видно, это нормально. Мы потом сделаем чуть-чуть фона, и он оттенит. Но, опять же, не надо все такими прозрачными делать, потому что здесь фона, в принципе, не подразумевается. Фон будет тоже слегка только оттенять, и поэтому кое-где можно сделать вот бутон, например, вот этот, вот он такой более внятный, его можно прорисовать более темным. Желтизны тут же добавляю. Чем хороша акварель? Сама рисует. Там немножечко ее поправлять просто приходится. А так все сама делает. Вот хорошая краска. Для лентяев почти что. Так, следующие начинаю работать. Потом мы еще уточним тычинками маленькими. Там они как вот маковинки такие идут. Тоже будет здорово смотреться. Покрупнее можно сделать. Постоянно немножечко варьирую цвет. То есть чуть-чуть где-то желтенького добавлю. Где-то возьму больше розового. Можно еще в соседней ячейке, как я и говорила, капельку, смотрите, ультрамарина. Прям капелюшку. Потому что ультрамарин 100% хорошо дружит с карминовой. Я уже в прошлом эфире рассказывала, что шикарный фиолетовый он дает. И прям сюда внедрить можно. И получится тоже более живописный цветок. Он будет так вот прям у нас переливаться. Ну, без фанатизма, конечно, мы это все делаем. Хочется, если нам там увидеть чуть-чуть фиолетового там, или какого-то синеватого, мы добавляем. Но все равно мы придерживаемся натуры. Хотя, конечно, никаких ограничений это быть не может на самом деле. И все, пошла вот сюда цветы. Вот этот цветочек, он прям центральный такой. Мы его потом покажем за счет заднего фона, за счет веток и листиков. Поэтому я его сильно сейчас даже не пытаюсь прорисовывать. Только намеки, чтобы мне понимать и видеть, где там у нас. Можно воды, кстати, капнуть. Смотрите тоже, чтобы потом разводы получились красивенькие. Вода нам в помощь. Еще кармин плюс желтое. Еле заметные прозрачные цветы рисуем. Пусть будет вот здесь на фоне моего горлышка бутылка. Вдруг все-таки я скосила и будет некрасиво. Поэтому маскирую. Пусть будет здесь цветок. Можно на лепестки тоже взять не карминовый, а розовый хинокридон. Пусть, конечно, можно туда его пустить. Так, вот он, розовый хинокридон наш холодный. Свекольный, так и хочется сказать, цвет. На серединку его и... Так, на серединку тоже, кстати, мне хочется его немножко приглушить вот этим зеленым. Сделать его более в коричневый, вот прям вот таким темным. У нас... Посмотрите, если прищуриться, самое темное это вот эти веточки и вот эти серединки. Поэтому тут можно даже не бояться, что они будут слишком темные. Вполне можно так сделать. Но вот этот цветок очень прозрачный, поэтому слегка. Это можно сделать вторым слоем. У него неровности какие-то можно показать. Так, что дальше? Дальше мы идем на остальные лепестки. Карминовые.
пусть будет чуть-чуть зеленый даже. Вот здесь у меня пусть будет под вот этим цветочком, значит, он будет немного в тени и уже чуть-чуть немножечко темнее. Hi everyone. Так. Но не слишком темный, иначе он прям будет выбиваться из общей массы. Можно и нужно держать под рукой салфетку. Хоть я и пользуюсь тряпицей для избавления лишней жидкости, но когда вдруг у нас надо выбрать цвет, например, слишком темный, здесь-то не сильно темный, но вот если, например, ляпнулый, то очень хорошо его выбирать именно салфеткой. Я нанесла влагу, салфеточкой прижала, все, он убрал. Thanks so much. Сразу же показываю сердцевинку. На ней, кстати, на этой сердцевинке потом еще у меня будут тычинки. Вот эти пестики, на которых тычинки держатся, да? Может, не так называется, конечно. Ну, вот этой вот штуки эти будут, поэтому она должна быть прям темная. И я ее не боюсь сделать потемнее. Так, ну что, еще там вот где-то. Хочется мне, кстати, цветочков в каких-нибудь в другом каком-нибудь ракурсе. Вот, например, вот этот можно взять ракурс. Надо было мне на самом деле не торопиться, а поискать, как я делаю это обычно, еще несколько референсов. Вот это что у нас? Это, наверное, вишня какая-нибудь цветущая. Надо было найти еще несколько референсов с вишней. Прям так и набрать там в Пинтересте или где угодно. И ориентироваться на несколько. Это удобно. То есть из других каких-то референсов можно было взять ракурс другой. Но они как-то вот на этом фотографии, они как-то все на нас смотрят. А хочется разнообразия. Чуть-чуть желтизны добавлю. Так. И в этом плане на один референс скучно опираться. Работа может не получиться такой разнообразной, как бы хотелось. Ну что, в фокусе цветы заканчиваются. Давайте еще вот здесь вот. Сейчас будет больше разнообразия в моем сегодняшнем творчестве. Так. Пусть еще будет вот этот в фокусе у меня. Ну, пусть он будет светлый. И все. И сейчас я буду делать одновременно фон небольшой, где он мне требуется, и вот эти вот не в фокусе размытые. Хотя мне еще, знаете, нравятся такие шарики. Классные такие, они не раскрытые бутончики. Можно было бы их тоже. Хотя их тоже сделаю, когда буду делать веточки. Пусть они будут прикреплены к веточкам. Так, сердцевинка. Тоже потом же опять можно ее затемнить, когда у меня это все высохнет. Не обязательно сейчас стараться прям все в один присест сделать. Добавляю зеленую розовый хинокридон и получаю вот такой вот грязный розовый, но очень крутой цвет, который для глубины сердцевинок прям идеален. То есть он не розовый здесь, он такой вот именно коричневатый. И зеленый плюс розовый хинокридон этот цвет нам дарят щедро. Все. Ну теперь смотрите. Надеюсь, что красиво будет, не знаю, посмотрим. Так, теперь я возьму кисточку потолще в одну руку. Уберу вот это безобразие ненужное нам. Фон. Чтобы оттенить те цветы, которые у нас совсем светлые, можно кое-где добавить некоторую такую дымку. Поэтому я возьму мною использованный вот этот ультрамаринчик. Короче говоря, возьму 3 основных цвета. Синий, красный и желтый.
Так как я в моей работе уже использую эти цвета, я другие брать не хочу. Поэтому вот он синий. Пусть в этот раз будет не карминовый, а розовый хинокридон. Видите, какой вырви глаз получается фиолетовый. Прям ух, какой. С карминовым он более нежный. И желтый, кадмий желтый. Они в своей вот этой коалиции дадут нам цвет. Палитру взяла маленькую. Надо было вот для фона взять нечто больше. И этот фон мне нужен очень в таком жидком, прижидком виде. Я добавляю до тех пор сейчас, вот, наверное, такой, смотрите, красотень. До тех пор я добавляю то той, то другой, пока мне не получится нужного оттенка фон. Где мне нужен фон? Мне нужен фон вот здесь, да, наверное, вот здесь. И я пойду вот сюда, здесь будет размытость, и, может быть, на фон уйду, тоже оттеню. Поэтому я резервирую себе чистой влажной кисточкой вот такое влажное место, чтобы у меня фон не пошел таким вот резким перерывом, да, фон, и потом хоп, сразу белое, а он у меня так шух и потек. А на целлюлозе очень красиво получается вот такое подтекание, растекание. Поэтому я резервирую. Еще больше добавляю воды. Прям еще больше. Делаю такую вот еле заметную дымку. И пытаюсь вот так обойти те цветы, которые хочу выделить. Можно потемнее. Зря много воды набрала, иначе у меня они не выделятся. Видите, они высохли, и я приспокойненько. Сейчас, если бы я не на камеру рисовала, я бы повернула мой планшет, и я бы работала, мне было бы удобнее. Ну, где наша не пропадала, поэтому рисую так. И тут, конечно, надо помнить, что у меня целлюлоза замечательная, и она сохнет очень быстро. И работать надо, как я воробья рисовала, как будто бы забег делала, 100-метровку. Быстрее, 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 чтобы не успела просохнуть. Так и здесь. Широкой кистью я себе помогаю. Ну, так вот. И даже если у меня забежит вот на эти вот бутончики, и они расплывутся, будет тоже красиво. Не будет аппликации, зато, как я говорю. Так, можно даже прям широкой кистью фона добавить. Хочется мне, чтобы он и сюда пошел немного. Вот такой приемчик. Видите, фон прям почти невидимый, прям такая дымка. Hello, hello. Но он есть. Он есть для того, чтобы мне оттенить совсем уж светлые и несмелые цветочки. Вот. Фон — это такая тут необходимость, такая хитрость небольшая, чтобы видно было вот эти светлые цветы. Так, здесь я зашла уже на цветочки, но мне надо плавно теперь фон, можно, вернее, плавно его увести на нет. Потому что, в общем-то, здесь он не будет сильно необходим. Я не хочу все обходить фоном. Во-первых, это долго и муторно. Ну, а во-вторых, здесь они и так, в общем-то, видны. А когда я добавлю веточек вот этих вот, они вообще будут видны хорошо. То есть, может быть, сейчас они и потерялись, но не надо этого пугаться. В голове есть представление, что я буду делать дальше. Поэтому не тороплюсь все сделать за раз, хотя я люблю все делать за раз. Вот. Поэтому можно пока и не запариваться, что они у нас так немножко исчезли.
Серапина подойдет. Да, я, в общем-то, когда рисовала воробья в прошлый раз, позавчера, по-моему, это было, я там, да, серапину, по-моему, использовала. А, нет, вру. Серапина у меня была, когда я рисовала вербу. Да, мне она нравится, но все-таки, когда я рисую, вот, например, уже вот этими красками, цветами, обозначенными выше, то мне смысла нет вводить еще серую пену, поэтому я намешиваю практически ту же серую пену, но из моих 3 цветов. Они, как мне кажется, будут больше сочетаться с работой. Работа так будет более такая сбитая. Повторите, пожалуйста, смесь красок для фона. Ага, сейчас я буду дальше рисовать и расскажу еще раз про фон. Итак, для цветочков я использовала карминовую, для серединок использовала розовый хинокридон. Добавляла кое-где кадмий желтый и кое-где зеленый для сердцевинок. Да, в сердцевинках уже есть зеленый. Поэтому и для фона я использовала те же самые цвета. Это розовый хинокридон, это кадмий желтый и ультрамарин. Вот эти 3 цвета, которые использовали для цветов, я и взяла сюда. Вот, пока эта штука вся влажная, можно, кстати, еще фон. Давайте, вот, фон. Я беру розовый хинокридон, беру ультрамарин, вот, кстати, да, вот он и есть фон. И беру кадмий желтый. 3 основных оттенка. Их смешиваем. Добавляем, чего надо, чего не хватает, ультрамарина не хватает. И получаем вот такую красивую серость, которая уже вот неповторима. Потому что ее мы намешали сами, эту серость. И она будет, хочешь не хочешь, она будет, как миленькая, сочетаться с остальными объектами работы, потому что они нарисованы той же самой палитрой. Я сюда фон еще зачем беру? Затем, что вот там тоже есть цветочки. Вот он получился не такой синий, видите? Поэтому вот я в прошлый раз говорила, хорошо бы намешать столько, сколько понадобится, а не так, что раз закончился, а он тебе еще для каких-то моментов нужен. Ну и значит не будет здесь ничего. Вот так вот я решила. Значит, здесь просто будут листики, которые будут в расфокусе. Для листиков я возьму зеленый, который я брала для серединочек. Зеленый. И в него добавлю каплю розового. Я приглушу вот этим розовым мой зеленый. И можно желтенького еще добавить. Вот. Будет такая из трио смесь. И вот здесь у меня нежненькие, маленькие листики, которые частично размыты. Пусть будут они частично размыты. Где-то они уходят больше в желтый, поэтому я вот сразу по ходу дела такой оливковый намешиваю. Там вот они будут желтеть. Такой они неправильной формы. Они не сильно размываются, не сильно, вернее, расплываются, потому что я только намочила целлюлозу. Дома очень еще это отопление сухо, магом все очень высыхает быстро. Поэтому даже не успевает толком растекаться. Пусть еще, наверное, вот здесь будет какой-то такой намек на листик. Так, где там у нас еще сразу же, чтобы вот здесь будет вот так он пойдет. Это уже тут четко у нас. Надо уже кисточку, кстати, взять поменьше. Можно сразу же желтенького, опять же по ходу дела намешиваю и подмешиваю. Вот, смотрите, слишком получился он у меня яркий, как я и говорила, вот, хопс, салфетка, видите, как классно. Получается мазня, все цветы растеклись. А почему растеклись? Значит, у вас они не успели высохнуть, прежде чем вы начали с фоном работать.
Так, я думаю, по идее, вот они все на месте. Если фон уже высох, надо смотреть, просто ориентироваться. Я говорю, вот у меня очень дома все быстро высыхает, прямо моментально. Если же дома влажность выше, здесь еще влажно, все, не могу там работать, то надо смотреть по вашей именно бумаге, как она высохла до того состояния, чтобы можно было фон накладывать. Вообще можно без фона здесь обойтись на самом-то деле. Можно чуть-чуть усилить, ярче цветы сделать. Потом, когда веточки нарисуем, цветы выпрыгнут на передний план, и все будет нормально. Но я вот просто захотела немножко разнообразить. Сделала чуть-чуть фона, намека. Может быть, даже, кстати, при таком освещении и не особо видно вам. Инна, привет, рада тебя видеть. Ну, фон есть. Потом, когда отсканирую работу, возможно, выложу ее, вы увидите, что да, он там есть, и он свою роль все равно играет. Так, пусть еще где-то вот у меня, может быть, и здесь будет чуть-чуть размытости. Все очень такое не кричащее сегодня. Такое весна-весна. У нас еще весны нет в Сибири. У нас прямо еще только сугробы еще кое-где. Мало уже снега осталось. Но уже солнце тут пару дней припекало. И вообще даже бабочек я увидела. Удивительное дело. Феном подсушить. Да, можно феном подсушить, кстати говоря. Ну что, хочется мне уже вот сюда залезть. Оно еще мокрое. Да, ну не буду сейчас уже за феном я лезть. Я вообще им не пользуюсь, потому что у меня обычно есть чем заняться, пока сохнет работа. Я иду, занимаюсь еще кучей дела, потом дорисовываю. Если такое надо. Вообще, вот как у меня сейчас, оно уже вот-вот и высохнет, потому что очень все быстро высыхает. Можно пока зелени вот этой вот показать. Так, зачем я этой кистью работаю? Мне уже надо потоньше взять вот этой кисточкой. Зеленью, которая за цветочками, выдернуть цветочки на передний план еще сильнее. Я намешиваю зеленый и розовый хинокритон. Надо бы погуще, то есть воды надо поменьше. Так вот, не окуная кисть. Вы знаете, тоже проблема новичков. Я боялась одно время, когда были красивые новые краски. Как можно вообще их пачкать? То есть одной кистью, например, набрать зеленую и тут же ведь залезть в кюветку с розовой. Вообще ничего страшного, абсолютно, они потом прекрасно отмываются. Эту бумагу больше коробит, чем Баухонг тоже плотности. Ну, возможно, да. Но опять же, смотря в какой технике работает, здесь я прям воду так налила, несколько раз мочила. Да, ее прям повело очень сильно, но она потом прекрасно разгладится. Вот пусть будет у меня вот здесь вот так вот за цветочком зелень. А может быть и не зелень, а может быть просто какая-то темнота, такая полусерость, полурозовость. Поэтому я и добавляю тут розовый. И мне хочется, чтобы листики кое-где друг от друга отделились. Если это вишня, у вишни всегда так красиво, они друг от дружки уходят. Пусть и здесь кое-где так получится. Так. Ну, не буду полностью отделять. То кое-где. Здесь тоже можно. Здесь прям тоненькая кисточка, конечно, просится. Мишута, закройте дверь, пожалуйста. Ну, закройте сейчас. Вы мне мешаете. Так, вот видите, они уже начинают проявляться. Но не везде, потому что кое-где все-таки у нас они на белом фоне будут. Вот здесь, например, я такой фокус уже не проведу. А вот там, где я сейчас рисовала, там скопление листиков, там скопление веточек. Это нормально.
Перфекционист начинает корчиться, если краски грязные. А мой нет, у меня и палитра грязнущая. Ну, потом начинаешь, конечно, рисовать, и это мешает. Поэтому я стараюсь краски перед сеансом рисования, если вдруг они у меня грязные, помыть. Ну, так, кисточкой влажной вымыть первый слой в банку. Ну, вот почему-то даже когда я залажу другим цветом, они особо не пачкаются. Не знаю, почему так происходит. Какое-то прям волшебство. Вапшество, как говорит ребенок у меня младший. Еще усиливаю немножко серединки. И здесь можно воспользоваться тем, что за цветочками есть что-то. И вот, ура, можно уже здесь работать. Смотрите, я начну опять с бутончиков, поэтому я немного их еще разок здесь покажу. Хотя еще влажновато, честно говоря. Ну ладно, побежит, так побежит, некрасиво. Просто когда бумага не до конца просохшая, мы начинаем работать, получается, как вот говорят, мазня, получается, что она и не растекается, и в то же время не четким таким контуром, а как-то вот ни туда, ни сюда, в общем-то, и дает те какие-то пятна, которые нам нежелательны. Так, вот я сейчас показываю. Миша, закрой дверь, пожалуйста. Детям счастье, когда мама в эфир выходит, потому что им разрешается подольше поиграть в компьютерные игры. Так-то у нас это вообще-то не в изобилии такие игры. Так. И сюда сразу же иду коричневатый, тоже такой зеленый с розовым. Коричневый я пока не использую, хотя потом я возьму сепию, скорее всего. Так, как-то так пойдет веточка. Она, надеюсь, потом немножко посветлеет, и я сделаю ей объем более темным. Вот видите, она сразу появляется. Ну, может, и не сильно появилась. Но если делаю прозрачность, то из кисти много течет. А что за кисть? Синтетика, если сильно много течет, ну, надо все. Вот я говорю, вот акварель — это стопроцентная практика. Успех акварели — это практика. Чем больше рисуешь акварелью, тем больше ее понимаешь. Учебники никакие не научат, если сам не будешь пробовать. Поэтому практика тут лучший вам помощник. Можно немножечко вот здесь вот усилить. Пробуйте, меняйте степень влажности кисти. Почему вот колонком проще рисовать, чем синтетикой? Потому что им проще контролировать воду. Сколько бы я много ни набрала, оно капли, скорее всего, не капнет на бумагу. Оно будет порционно отдаваться, что с белки, что с колонка. Но белка более мягкая, белка не работаю. Поэтому вот колонок, наверное, для начинающих попроще. Мама, ты ведь хочешь эфир провести? Гош предлагает. Дети же, они быстро все схватывают. Поэтому, да, конечно, такие предложения у нас постоянны. Маме, кроме эфиров, много же чем еще можно заняться, поэтому эфиры не особо часто. Так, веточки тут не прямые, поэтому мы можем делать какие-то такие, как почки там идут, что-то такое. Но опять же, я не вдаюсь сильно в анатомические в подробности. Рисую, как хочется, как вижу. Так, зелененького еще. И сейчас в ход наверняка уже пойдет сепия. Хотя вот мне удалось немного еще сделать более понасыщеннее. И я же хотела бирюзового добавить и забыла про него. Бирюзовый. Я беру голубую от Невской палитры и капельку зеленой.
И мне хочется кое-где такими вот небольшими акцентиками сделать. Я хочу, чтобы это потом перекликалось с бутылочкой, потому что бутылка какая-то тут такая грустненькая, а мне хочется, чтобы там были более жизнерадостные такие цвета. Поэтому я хочу туда добавить чуть-чуть бирюзы. Это можно добавить и в листики. Вот мне видятся они здесь. И веточки. Вполне. Будет более интересная такая живая работа. Ну, опять же, чуть-чуть. Бирюза классно сочетается с розовым, поэтому нормально будет. Такая нежность. Спасибо. Так. Продолжаем. Там у нас тоже выглядывает. Пусть будет еще одна здесь почка. Да, вот прям хочется нежности такой здесь в работе, чтобы ветки получились, вернее, цветы и ветки такие совсем весенние, такие все хрупкие. Там, где горлышко бутылки, я останавливаюсь, потому что там надо будет немножечко повнимательнее. Сепию. Набираю сепию. Я не смочила краски. Обычно я с пульверизатора предварительно пшикаю акварель, которая засохла в кюветах, чтобы она была более такая податливая. А возможно, даже, знаете, ультрамарин добавлю сюда в сепию. Она то сильно коричневая у меня, пусть будет это с таким оттенком. Да, ветка и должна, у меня в планах это и было, что сейчас чем больше буду уточнять, тем больше она должна оживать. Во. Ну, такая сегодня не сильно торопливая работа у меня. Немножечко объема добавить кое-где, чтобы она была потемнее. Можно серопейной. У меня серопейна хорошая от Холбейна, ну такая, ух, какая жирная. Там берешь прям ее и сразу много у тебя акварели на кисти. И здесь у нас идет сосредоточение темноты. Вот от того, кстати говоря, к чему у нас притягивается всегда в любой работе взгляд. Какая бы она нежная, какая бы она там прозрачная ни была, всегда в работе взгляд притягивается к темноте. Поэтому в темноте надо быть особенно внимательным. И вот этот контраст темного и светлого, оно чаще всего является фишечкой в работе. Контраст тона, темный, светлый, контраст цвета, если работа цветная. Но если это гризаль, там вообще выполнен, да, одним цветом, то там только контраст тона будет. Поэтому и здесь вот эти веточки, их тоже надо обратить внимание, на них сделать живописными, потому что к ним потянется взгляд зрителя в любом случае. Еще, конечно, контраст может быть форм. Там что-то вот, например, здесь у меня, какой контраст форм? У меня идет лепестки цветов округлая форма, они нежные, такие все гладкие. А ветки, они такие, как кактусы, немножечко угловатые. Это тоже контраст свой такой. Пусть пока у меня это останется дело. Может быть, здесь я пущу бутоны еще. Я еще не знаю, посмотрим. Может быть, и надо будет. Пока я это все дело оставлю. Над этим можно еще работать и работать долго. Не хочу пока это трогать. Я пойду на... Надо было ее, кстати, сначала сделать, вазу, чтобы она просохла, а потом заниматься всем остальным. Я пойду на вазу. Чуть-чуть еще бирюзового капелюшечку кое-где добавлю. Маленечко. Опять же, чтобы у меня эта бирюза сочеталась потом с вазой. Запела она у меня. И вазочка. С чего начинаю вазу? Я начинаю с самых-самых светлых участков. Блики обхожу. Их тут почти не видно, поэтому тоже очень так бережно
блики обхожу, и самые светлые тона я накладываю пятнами, смелыми большими пятнами. Это все высохнет, и поверх можно будет работать более темными, более такими четкими вещами, как, например, вот веточки, какие-то вот такие вещи. Это все уже можно делать потом. Смотрю внимательно. По контуру здесь она у нас идет, прямо обводится до воды. Я дохожу до воды, и здесь у нас блик. Можно в вазу добавить чуть-чуть розоватого. Это будет классно, потому что ваза — это стекло. Стекло, конечно же, у нас отсвечивает все, что видит вокруг. Поэтому можно. И тут же сразу маленечко бирюзы добавляю. Здесь она пойдет на воду. Воду я потом сделаю. Здесь она приживается и продолжается вот здесь где-то. Обожаю, честно говоря, рисовать бутылки. Прямо редко рисую, но такое удовольствие всегда от этого получаю. Не знаю почему даже. Мне кажется, это так просто. И в то же время чаще всего стекло смотрится эффектно в работах. Так, просится теплота, поэтому вот у меня, видите, и палитру не надо мыть, потому что все эти оттенки, которые были в работе, они все здесь понадобятся, практически все. Здесь более темное уже что-то идет такое. Фон прозрачный просвечивает, вернее, фон просвечивает через прозрачную бутылку. А в донышке будет как раз-таки сосредоточение белого и бирюзы, которая у меня уже закончилась. Здесь самое время ее сделать. Так. Хотя можно не торопиться, сделать это потом. Но хочется же, чтобы сразу была узнаваемая тут бутылка, поэтому добавляю тут все сразу. Так. Здесь надо потемнее сделать низ, иначе та часть, которая за бутылкой, будет на передний план выбиваться. Но это первый слой. Когда это высохнет, я сделаю более смелые вот такие вот тонировочки. Несмотря на то, что это целлюлоза, да, я работаю хоть чуть-чуть, но послойно здесь. Можно вот так вот немножко размыть, потому что что-то слишком он темный получился. Бросается в глаза с той стороны. Все, здесь будут ветки. Здесь я сильно и не прорисовываю. Можно немножечко тон задать, конечно. Но поверх тут пойдут ветки. Так, там, где блик, я обхожу и иду вот сюда на тонирование. Так. И розовенького чуть-чуть просится он сюда. Здесь тоже у меня блик, а сюда идем. Ультрамарина добавляю по ходу. Здесь надо внимательно на самом деле смотреть, что у нас тут за цвета. Здесь какой-то желтоватый, ну пусть, значит, будет желтая охра наша с розовым. Такой оранжеватый оттенок пусть будет здесь. Потому что она собирает все блики вообще, которые только можно. Так, где-то, наверное, вот так оно будет. Сюда оно синевато пойдет немного. Забываю кисти на самом деле менять местами. Уже к одной, когда одна в руках,
как-то другая уже не берется. Хотя надо было сюда взять что-то потоньше. Так, и намек на конец водички вон там будет. Пусть будет вот такой, он зеленоватый у меня. Так, сейчас прорисую здесь веточки. Криво, да, наверное, у меня что-то тут не увижу. Не вижу. Издалека надо смотреть. Нет, нормально вроде. Прорисую веточки, а потом еще буду затонировать. Да, горлышко бутылки я что-то... Хотя горлышко бутылки формируется при помощи веточек, то есть их прозрачности. Здесь слишком ничего и не прорисуешь. Ну, маленько можно задать там какое-то такое выемка. Изгиб небольшой. Ну, в основном и не надо это трогать. Веточками. Так, ну что ж, сепия моя своего часа дождалась. И меня так и тянет, а что бы и не сделать это, не ультрамарин добавить, а индиго. Индиго более плотный темный цвет, и с сепией они почти что сиропин дают по внешнему виду вот такой вот цвет. Пусть будет такой. Так. Здесь еще что-то у меня даже не высохло. Более светлая вот здесь будет вещь. Даже можно взять другую кисточку. Вот синтетика у меня на ходу. Вот так вот. Желтоватого просто чуть-чуть добавить, мне не хватает его здесь. Можно тут под размытость сделать, потому что то, что за горлышком бутылки, оно такое немного рифленое, рельефное, оно может размыться вполне. И поэтому вода нам тут друг. И чуть-чуть зеленого добавляю с желтеньким, который у меня есть на палитре. Не рисую все одним вот цветом, потому что кое-где дает блик наше стекло. Поэтому ветка визуально немного размоется и сделается светлее. А где-то она, наоборот, будет ярко выражена чернотой такой. Так, они здесь уходят, смотрите, в воду. И у нас идет преломление. Хорошо показывать вот эту воду как раз таки преломлением стволика, который заходит в водичку. Так, что-то у меня тут уже чересчур много воды на кисти. И выходит оно, преломляясь, уже немного в другом месте. То есть, ну, вот придумывать ничего не надо абсолютно, все нам показывает натура. Ну, в данном случае фотографии. Кто-то морщит носик, говорит, надо рисовать с натуры. С фотографии рисуют там, не знаю, слабаки. Ну, где же мне взять сейчас в Сибири в апреле месяце цветущую ветку? И что же мне теперь, отказывать себе в рисовании? Ну и вообще, я считаю, в рисовании с референсов наш вот век такой технологии, когда доступно все это. Это так здорово. Когда мне надо нарисовать что-то, вдруг мне взбрело в голову, я иду, спокойно нахожу 10 тысяч референсов, сохраняю их в папку, ими спокойненько пользуюсь. Нет ли, это ли не счастье? Счастье это. Это не счастье, это счастье. Слежу за замиранием сердца. Я тоже аж дышать забыла. Спасибо. Лучше бы рисовали бы. Это так классно, когда сам рисуешь. Следить можно, но это не тот кайф. Когда рисуешь, вот тогда да. Ну вот, и куда-то сюда она у меня уходит. И тоже она таким оранжеватым отсвечивает. Я и хочу это сделать. Но цвет какой-то грязноватый у меня получился. Тот же карминовый, розовый дают оранжевый нам. Побольше желтенького.
что-то как-то мне привиделся он тут, не знаю, может и, конечно, зря, но мне захотелось сделать его здесь таким. И можно подразмыть. Так, эту веточку тоже доведем. Цвета у меня быстро заканчиваются, наверное, недостаточно много сразу их набираю на палитру. Ну, казалось бы, работа маленькая, смысл мне набирать много их. И немного показываю, позатемняю кое-где, где это просится. Они могут быть там с пузырьками воздуха, поэтому тоже неоднородные, такие вот кое-где. Можно пробелы оставить. В общем-то, вот. Ну, пока тоже я оставлю, никогда не поздно вернуться, надо еще поработать. Немного осталось фоном и с самой бутылочкой. Ее хочется сделать более внятной. Как я и говорила, добавлю еще капельку бирюзы, хотя она уже есть у меня. Срочно в Корею или Японию ехать, пока там сакура цветет. Она сейчас цветет, получается, там, да, наверное? Я-то не знаю даже. Да, хотелось бы, конечно. Спасибо большое за похвалу, за комментарии. Мне очень приятно. Правда, очень. Помимо удовольствия от самого процесса, еще получать такие вот отзывы, когда и нравится со стороны, это, конечно, очень приятно. Сакура уже скоро отцветет там. Вот счастливые они любуются. Ну ничего, у нас потом тоже зацветет своя красота. У нас тут такие поля шикарные, огоньков рыженьких таких, жарких, кто-то называет. Я тем более живу на самом краю города. И у меня тут на велосипеде 10 минут езды до этого всего. Вообще великолепие. Опять вот буду ездить с вами, делиться этим вдохновением. Потом зацветут ветреницы. Это вообще сказка. Беленькие такие цветочки, которые на ветру колышутся. Ой, вообще сказочно. Как-то они так сменяют друг другу. Потом зацветут лилии. Желтые. Фиолетовые. Тоже очень красиво. Так. Сегодня долго, да, я рисую. Хотя вроде бы и заливок почти нет, но за счет того, что много таких каких-то тонких проработок, оно получается не быстро. Но иногда хочется помедитировать над подобными работами, не торопясь, попрорисовывать. Почему нет? Если позволяет тем более время. Так, вот этот цветок, смотрите, у меня за куда-то. Моральник скоро зацветет, точно, у нас тоже. Только у нас его, не знаю, где он цветет у нас, я покупаю у бабушек. Карминовая, подождите, карминовая роза не дают оранжевую, конечно, не дадут. Карминовая и розовая, это две розовые по сути. Вам надо смешать карминовую с кадмием желтым. Или розовый хинокридон с кадмием желтым. 100% получится оранжевый. Вообще 1000000%. И также розовый, смешав с ультрамарином, у вас получится чудесный фиолетовый. Это тоже проверено. 100%. Попробуйте. Ну что, фон. А потом, если что, к вазе вернусь. Так, а что-то я на фоне не оставила. Вот этот вот цветочек. Его тоже надо было, наверное, оставить. Ну ладно. Сейчас опять у меня поведет, покоробит мою работу. Но вообще ничего страшного в этом нет. Видите, здесь уже высохло почти. И оно уже вот все разгладилось. И это нормально. То, что так вот ведет ее. Ну да, пожалуй, Баохонг ведет меньше, по моим наблюдениям. Но опять же, все зависит от техники. Вот я только смочила, оно уже высохло. Мне приходится повторно смачивать. И, понятное дело, вода уходит внутрь листа, и она тут же коробится. Ну, это ожидаемо. Это нормально. А у меня есть еще эта же бумага плотности 200 грамм на квадратный метр.
Ой, вот она вообще ведет ее ужасная. Она у меня такая классная бумага лежит. В Горном Алтае цветение моральника тоже праздник. Вообще, ну это, конечно, красота такая. Я не знаю, у нас где-то вот собирают же его, но не знаю где. Так, зеленый. Здесь, наверное, смешаю розовый. Или нет. Пусть зачем я желтый, розовый буду мешать. Я возьму сразу сепии кусочек. Из желтый вот он дают вот такой цвет. А может, и не надо было вот этот фон темный, что-то не знаю я. Ну, оно уже высохло. То есть я только смочила, оно уже дало высыхание. Ага. Просто махом, моментально. Хопс, и все, сухое тут же. Так, голубая. Пусть она и здесь тоже будет. Коли она у меня в работе сегодня поселилась, пусть она будет и в фоне. Ну, такой намек, конечно, на фон. Не сказать, что фон. Да, надеюсь, что все получится. Эфир сохраню, да, и на ютубе загружу его, и в инстаграме. Вот я мокрую кисточку отжимаю. Почему это тряпочка, да, а не салфетка? И могу где-то что-то убрать. Хотя я вот здесь, наверное, зря это сделала. Подтек был красивый. Ну, ладно. Бумага, это Малевич бумага. Вот такая. 300 грамм на квадратный метр. Это целлюлоза. Так, темноты чуть-чуть слегка. Сепия. Ух ты, слегка называется. Сепия взяла. Уже сухое. Ну вот, несмотря на все вот эти сложности, которые подстерегают в работе на целлюлозе, ну люблю я ее, не знаю. Прямо вот их понятно, что на хлопке в каком-то плане, да во всех планах проще работать, там больше возможностей. Но люблю я целлюлозу, как вот по ней растекается все, как она цвет отдает. Благодарна. Цвет отдает благодарна. Как можно вымыть что-то, какой-то вот неправильный момент, штрих. Хотя вот на Баухонге особо не вымыть. Очень интересно рассказываете, спасибо. Рассказчик я, да. Днем я каждый день, у меня уроки математики. Я рассказываю математику. Ну, у меня уроки 1 на 1 с детьми. Кто со мной недавно знаком, я работаю в школе для детей-инвалидов, и у нас уроки ведутся через интернет. Не хочет убираться она, видите? Хотя, по идее, должна бы. Хотя это целлюлоза, но не хочет. Ну ладно, пусть так останется. Вот, и я работаю с детьми с такими. А после 12 я работаю художником. Все, я думаю, не знаю, надо ли вообще трогать бутылочку. Мне кажется, надо посмотреть свежим взглядом завтра. Что еще можно сделать, так это попробовать нарисовать тычинки. Кисть плоская какая, это кисть, моя любимая, у меня их троица. Ну вот я не знаю, сейчас такие продаются, нет, их много, вернее много лет у меня они. Принцетон, Нептун, это кисточки. Это имитация белки, я думаю. Точно не знаю. Они на Джексонс Арт были. Вот когда я заказывала, были времена с Джексонса, там все это можно было заказать. А потом, когда стало очень дорого заказывать из-за рубежа, то я не знаю, как оно там. Есть там они сейчас или нету. Так, смотрим. Во-первых, белые тычинки, эти вот, как они называются, надо биологию вспомнить. То, что держит тычинки, белые вот эти штучки. А самое интересное, это, как я говорила, маковки, вот эти вот тоненькие, маленькие точечки. Они дают нам очень классное представление о том, что это
что-то вишнеподобное. Поэтому мы берем очень тоненькую кисточку. Можно взять синтетику от Малевич, серия Инди. Хорошая синтетика. Можно взять какую-нибудь имитацию. Или это не имитация, белка эко называется. Но это, наверное, есть имитация. То есть что-то такое. Наверное, возьму лучше имитацию. Вот у Энди, вот у этого, видите, в чем проблема? Сейчас у меня и отвалилась. У нее облазит вот этот вот черенок. Вот у большой нет, а и у большой тоже начал. Они сами по себе кисточки классные, а вот именно покрытие что-то как-то не очень. Рукоятки. Так, беру вот эту, наверное, возьму эту палитру. Мою я заканчиваю, так что кого-то я, наверное, уже сильно задержала. Если кто-то ждет завершения, можете потом посмотреть записи. Но уже все, я завершаю работу, закругляю. Беру я все свой розовый хинокридон, беру зеленую, чтобы у меня получился очень насыщенный. А можно взять какую-нибудь сразу готовую, вот у меня что-то тут осталось, такую бордовую, но не буду рисковать, возьму все-таки те цвета, которыми я уже сейчас пользовалась, и ими сделаю вот эти милейшие тычиночки. Кисточка должна быть очень тоненькая и не переборщить, то есть всего должно быть в меру. У меня дети там уже на ушах стоят, сегодня эфир подзатянулся, да, наверное. Ой, у нас уже 10 час вечера. Срочно надо закругляться. Вот такие вот тычинки. Здесь они вообще длиннющие, вот на этом цветочке. Поэтому можно их так вот таким фейерверком раскидать. И сразу цветок оживает прямо на глазах. Мне очень это нравится. Такой приятный последний штрих. То есть, казалось бы, какие-то точечки, но они прямо нам дают представление о том, что это вишня или какое-то такое, может быть, дерево. Не знаю, что это еще может быть. Возможно, завтра я думаю, что-нибудь еще тут переделаю, там где-то что-то доработаю. Но, честно говоря, бывает редко. То есть то, что у меня получилось, уже то и останется. А целлюлоза Малевич и Баохонг сильно отличаются. Очень сильно, да, вообще они абсолютно разные. То есть это вот Малевич. А Баохонг, она вот, смотрите, видите, какая фактура. Они чем-то похожи фактуры, но у Баохонга она более грубая, более такая ребристая, что ли. А здесь она более гладкая. Ну, может быть, плохо видно, но она позволяет работать. Такими и заливки красивые она делает, и переливы, то есть растекание краски, но более лояльно каким-то плавным линиям. То есть там иногда сложно сделать тоненькие-то детальки, какие-то линии, она сильно ребристая. Хотя мне Баохонг, она у меня больше в ходу, чем вот эта бумага. Вот, ну там я потому что, наверное, беру просто большими листами, режу как мне надо. Так, надеюсь, хорошо сегодня было видно при таком свете. Это моя лампа, обычно я с ней рисую. Там у меня вкручена хорошая лампа Ремес. И вот я кольцевую немножко сломала, и вот мне пришлось с ней рисовать. Надеюсь, что было видно. Спасибо большое вам за компанию. Надеюсь, что все у меня сохранится. Загружу. Красиво получилось. Всегда восхищаюсь вашими работами. Спасибо огромное. Все, всем хорошего времени. Дня, вечера, утра. Всем до встречи. До новых встреч.